Всем привет, меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот простые, но при этом очень красивые слитки. Данные слитки я вязала из толстой пряжи. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 100 метров. Данную пряжу для нашего мастер-класса предоставил нам интернет-магазин «Пряжа Су». Для всех моих подписчиков интернет-магазин «Пряжа Су» предоставляет скидку 5% по промокоду, который сейчас вам подпишу на экране. Поэтому обязательно загляните на сайт интернет-магазина «Пряжа Су» и порадуйте себя приятными покупками. Сейчас в мастер-классе эти слитки я буду вязать на размер ноги 37-38. Но обязательно перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания данных слитков, так, чтобы вы смогли их связать абсолютно на любой размер ноги и из любой пряжи. Для того, чтобы нам сейчас связать эти слитки, вместе с вами мы свяжем вот такую вот заготовку. Мы наберем определенное количество петель, провяжем основным узором вот здесь небольшой участок. Далее вот эта часть подошвы у нас будет связана контрастным цветом, и закончим вязание мы такой же обвязкой, которой мы и будем начинать. Значит, смотрите, ширина вот этой нашей заготовки является постоянной величиной для любого размера взрослых слитков. И общая ширина этой детали должна быть где-то примерно 19-20 сантиметров. И смотрите, вот в моем случае ширина моей заготовки в ровном не растянутом виде равна вот ровно 20 сантиметров. А вот как раз таки вот этот размер, наша длина, будет зависеть от вашего размера ноги. Поэтому для того, чтобы нам связать слитки на какой-то определенный размер ноги, мы должны связать образец просто платочной вязкой и рассчитать плотность вашего вязания, то есть сколько получается петель в 1 сантиметре. Далее, для того, чтобы нам правильно связать слитки на определенный размер ноги, нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас на экране я вам ставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. Как я сказала, в мастер-классе эти слитки я сейчас буду вязать на размер ноги 37-38. И если мы сейчас посмотрим по таблице, то 37 и 38 размер ноги у нас будут соответствовать 23,5 и 24,5 сантиметров. Поэтому, смотрите, мы сейчас берем размер нашей ноги в сантиметрах. Я сейчас возьму среднее значение, то есть между 37 и 38 размером, и это у меня получается где-то вот 24 сантиметра длина ступни, на которой я сейчас буду делать расчеты. И теперь от размера нашей ноги в сантиметрах мы должны отнять где-то примерно 10% это на растяжение полотна, так как вязаное полотно у нас идет эластичное и хорошо тянется. Поэтому 24 минус 10% это у нас получается 21,6. То есть, смотрите, вот этот размер, то есть вот эта длина должна быть где-то из расчета примерно вот 21,6 миллиметров, то есть примерно округляем в большую сторону до 22 сантиметров. Поэтому по этой же формуле вы сможете высчитать, сколько вам нужно получить вот эту длину детали в итоге. То есть, смотрите, как я сказала, мы высчитываем плотность нашего вязания, то есть количество петель в 1 сантиметре, и потом получившееся число, то есть плотность вашего вязания мы умножаем на 22. Вот опять же в моем случае. И это мы рассчитаем, сколько нам вот здесь изначально нужно будет набрать петель для того, чтобы получить нужный и правильный размер. Итак, друзья, с принципом вязания мы с вами разобрались. Надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы диаметр спиц 4,5 мм. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста мы набираем 30 петель.
Петли я набрала, и сейчас мы сразу будем приступать к вязанию первого ряда основного узора. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее в первом ряду основного узора мы все петли до конца этого ряда должны провязать лицевыми. Все последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы сейчас сразу приступаем к вязанию второго ряда основного узора. Первую кромочную петлю я просто снимаю, и далее во втором изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Здесь также в конце ряда последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, и это мы провязали второй изнаночный ряд. Далее вязание я переворачиваю на лицевую сторону, и с лицевой стороны мы приступаем к вязанию третьего ряда основного узора. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее из следующей одной петли мы с вами сейчас должны вывязать 3 петельки, поэтому вот эту следующую петлю с левой спицы я должна провязать лицевой петлей. Далее сразу, не снимая петель со спицы, делаю накид. Рабочую нить набрасываю на правую спицу на себя. И эту же петлю еще раз провязываю лицевой петлей. То есть вот мы с вами получили из одной петли 3 петельки. Далее следующую петлю, вот она у нас идет, мы должны просто переснять, не провязывая, за заднюю правую стенку петли. Рабочая нить у нас остается за работой. То есть вот этих 2 провязанных петли и будут являться раппортом нашего узора. Далее наше вязание повторяется. Опять из следующей петли мы вывязываем 3 петельки, лицевая, накид, и еще раз эту же петлю провязываю лицевой петлей. Следующую петлю просто переснимаю, не провязывая, за заднюю правую стенку петли. Рабочая нить у меня остается за работой. И опять лицевая, накид на себя, и эту же петлю еще раз провязываю лицевой петлей. Следующую петлю просто снимаю, не провязывая, за заднюю правую стенку петли рабочая нить расположена за работой. То есть таким образом мы сейчас довязываем третий ряд основного узора до конца. В конце ряда вот я провязала из одной петли 3 петельки, далее одну петлю просто переснимаю, не провязывая, рабочая нить за работой, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И это мы с вами провязали третий лицевой ряд. Далее вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны мы приступаем к вязанию четвертого ряда основного узора. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее как раз таки у нас сейчас идет та петля, которую в предыдущем ряду мы просто переснимали. Рабочую нить вот мы оставляли по изнаночной стороне. Сейчас в четвертом изнаночном ряду эту петлю мы должны также просто переснять. То есть правую спицу я вставляю в петлю вот справа налево. Рабочая нить у нас остается за работой, то есть по лицевой стороне. То есть петлю сняли, рабочая нить за работой. И далее у нас идут 3 петли, расположенные рядом. Это там, где мы вывязывали из одной петли 3 петельки. Сейчас в четвертом ряду этих 3 петли мы должны провязать 3 петли вместе лицевой петлей. То есть вот этих 2 петли сейчас и будут являться раппортом нашего узора. Далее вязание у нас повторяется. Одну петлю мы просто переснимаем, не провязывая, рабочую нить за работой. И следующих 3 петли мы сразу провязываем 3 петли вместе лицевой петлей. Одну петлю сняли, не провязывая, рабочую нить за работой. И следующих 3 петли мы сейчас с вами провяжем 3 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку этих петель. Таким образом продолжаем вязать четвертый ряд основного узора до конца.
Итак, вот мы с вами провязали 4 ряда основного узора. Это и будет вот раппорт нашего узора в высоту. То есть сейчас мы должны повторить вот этот раппорт узора, состоящий из 4 рядов, еще 2 раза. То есть, смотрите, сейчас получается лицевой ряд мы провяжем лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными петлями. То есть это первый и второй ряд основного узора. Далее третий ряд основного узора, то есть кромочную снимаем из одной петли, вывязываем 3 петельки, следующую петлю просто переснимаем, рабочая нить за работой. И четвертый изнаночный ряд, это получается мы петлю, которую переснимали, ее также мы просто переснимаем, не провязывая рабочая нить за работой, то есть по лицевой стороне. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей за заднюю стенку. То есть, соответственно, этот раппорт узора, состоящий из 4 рядов, повторите еще 2 раза. Итак, вот я провязала участок полотна, состоящий вот всего из 3 раппортов провязанного узора. Высота провязанного участка в сантиметрах получается, ну вот примерно около 5 провязанных сантиметров. Так как следки я буду вязать цветные, поэтому вот здесь нить мятного цвета мы можем уже обрезать, после чего я беру нить следующего цвета, которым я планирую вязать следки дальше. Никаких закрепляющих узелков сейчас не делаю, просто кончик нити прикладываю к краю и приступаю к вязанию лицевого ряда вот нитью контрастного цвета. Дальше полотно наших следков я буду вязать платочной вязкой, поэтому сейчас все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми. То есть вот я вяжу лицевой ряд, и все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны также первую кромочную петлю я просто снимаю, и все остальные петли вот я буду провязывать лицевыми. И в изнаночном ряду тоже вот все петельки вяжем лицевыми до конца этого ряда. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, кончики подтягиваю и вязание переворачиваю на лицевую сторону. То есть вот с лицевой стороны нитью контрастного цвета у нас уже получилась провязана одна платочная дорожка. И если мы сейчас посмотрим на готовую деталь, то вот мы с вами сейчас провязали вот этот участок мятным цветом, и далее мы будем вязать просто ровное полотно, провязывая вот наши платочные дорожки. Всего здесь у меня провязано 15 платочных дорожек, но если у вас будет отличаться плотность или вы будете вязать из другой пряжи, то в этом случае вы руководствуетесь не количеством провязанных рядов или вот здесь раппортов, а количеством сантиметров каждого из вот этих провязанных участков. И смотрите, если в сантиметрах ориентировочно, что у меня получается, общая ширина заготовки вот в ровном не растянутом виде равна вот ровно 20 сантиметров, поэтому примерно по 5 сантиметров получается вот эта мятная обвязка. И центральная часть у меня сейчас состоит из 10 провязанных сантиметров. Поэтому вот нитью контрастного цвета я дальше продолжаю вязать платочную вязку в ширину так, чтобы у меня вот этот участок был провязан 10 сантиметров, или в моем случае это будет получаться 15 провязанных платочных дорожек или 30 рядов. Итак, вот я провязала участок платочной вязки, и в сантиметрах это у меня получается провязано, ну вот где-то около 10 сантиметров. Теперь нить контрастного цвета здесь мы можем обрезать. Единственное, эту нить обрезаем чуть подлиннее, так как в конце она нам еще пригодится. Далее заготовку наших следков я держу лицевой стороной вверх и беру нить вот мятного цвета. Просто кончик мятной нити прикладываю к краю, и теперь вот точно такую же обвязку мы с вами будем вязать со второго края. Поэтому вяжем первый ряд основного узора вот этого.
Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее в первом ряду основного узора мы все петли до конца этого ряда должны провязать лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. И вязание сразу переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы с вами приступаем к вязанию второго изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я просто снимаю. И далее во втором изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Вязание я перевернула сейчас на лицевую сторону, и с лицевой стороны мы будем приступать к вязанию третьего ряда основного узора. Первую кромочную петлю я просто снимаю, и далее из следующей петли мы с вами должны вывязать 3 петельки. Поэтому петлю я провязываю лицевой, далее делаю накид, рабочую нить набросив на правую спицу на себя, и эту же петлю еще раз провязываю лицевой петлей. Далее следующую петлю я должна просто переснять за заднюю правую стенку. Рабочая нить у нас располагается за работой. То есть это мы провязали раппорт узоров в ширину. Далее вязание у нас повторяется. То есть из следующей петли мы с вами вывязываем 3 петельки. Далее следующую петлю мы просто переснимаем, не провязывая рабочую нить за работой. То есть таким образом довязываем третий лицевой ряд до конца. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной в конце ряда, и вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаем к вязанию четвертого ряда основного узора. Первую кромочную петлю я просто снимаю. Далее у нас идет та петля, которую в предыдущем ряду мы просто переснимали. Сейчас эту петлю я также просто переснимаю, не провязывая рабочая нить за работой, то есть по лицевой стороне. Далее следующих 3 петли, которые расположены рядом, мы должны провязать 3 петли вместе лицевой петлей. И опять одну петлю переснимаем, не провязывая рабочую нить за работой. Из следующих 3 петли мы провязываем 3 петли вместе лицевой петлей. Петлю сняли и 3 петли провязали вместе лицевой петлей. Довязываем таким образом четвертый изнаночный ряд до конца. Итак, вот мы с вами провязали 4 ряда основного узора. То есть сейчас самостоятельно провяжите еще 2 раппорта этого узора. Один раппорт равняется 4 рядам. Итак, вот я провязала и с обратной стороны 3 раппорта узора. Теперь мы с вами провяжем последний ряд с лицевой стороны лицевыми петлями. Далее по изнаночной стороне мы все петли эти закроем. Поэтому лицевая сторона и 3 провязанных раппорта. И сейчас вот первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли до конца этого ряда я сейчас провяжу лицевыми. Ряд лицевыми петлями я довязала до конца. Вязание сейчас переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны я буду закрывать все эти петли. Поэтому первую петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, и первую петлю протягиваю и спускаю через провязанную. И опять одна петля расположена на правой спице. Следующую петлю с левой спицы я провязываю лицевой. Далее первую петлю, которая оставалась на спице, я ее протягиваю и спускаю через провязанную. То есть вот провязала петлю, протянула и спустила, провязала петлю лицевой, протянула и спустила. При закрытии петель контролируем натяжение петель и нити так, чтобы этот край у нас не был сильно туго перетянут. Поэтому таким образом мы закрываем все петли до конца этого ряда. Итак, вот я закрыла все петли до конца этого ряда. Далее последнюю петельку я вытаскиваю подлиннее. И теперь смотрите, если у вас вот этот кончик наборный достаточной длины для того, чтобы сшить вот этот участок
у наших слитков это будет являться задником, то в этом случае вот здесь, где мы вытаскивали эту длинную петельку, нить эту просто мы обрезаем, и далее в петельку я продеваю кончик, который обрезала от моточка, и петельку аккуратно затягиваю. Наша заготовка полностью готова. Теперь нам осталось только сшить наши слитки. Итак, друзья, после того, как мы связали заготовку, теперь нам осталось только ее сшить. Смотрите, в том месте, где у нас идут все вот эти кончики, это будет идти задняя часть наших слитков, то есть пятка. Поэтому, смотрите, вот здесь ниточка мятная у меня от наборного края, и я ее сейчас одела в иголку с большим ушком. То есть вот этот участок мятным цветом я буду сшивать вот нитью мятного цвета. Так, и вот здесь мы оставляли кончик подлиннее, это там, где у нас идет контрастный цвет. Этим кончиком мы сошьем дальше остальную часть, вот заднюю у наших слитков. Поэтому мы берем заготовку и складываем вот таким вот образом. Прошивать наши слитки я буду по лицевой стороне. Так, значит, смотрите, вот с этой стороны расположена моя рабочая нить. Иголку я буду вставлять не за кромочные петли, а после кромочных петель у нас идут, то есть наши вот именно основные петли. Здесь вот я именно в край закрытия вставляю справа налево. Так, иду на эту сторону, и здесь также вот в этот наборный край я вставляю справа налево, пропустив кромочную петлю. Дальше у нас пошла наша объемная вот эта вот дорожка, и вот я вставляю в первую петлю от вот этой объемной дорожки справа налево здесь, и здесь объемная вот эта дорожка справа налево с этой стороны. Далее я вставляю, вот здесь у нас идет лицевая гладь, и вот справа налево здесь в лицевую гладь, и вот здесь вот у нас идет полоска с лицевой гладью справа налево. Итак, после того, как мы прошили вот этот мятный участок между собой, то есть все полосы у нас ровно совпали, нить мятного цвета с иголкой я вывожу в изнаночную сторону. И сейчас в иголку с большим ушком я одеваю вот как раз-таки нить, которую мы оставляли подлиннее, контрастного цвета. То есть вот она у нас идет. Дальше у нас пошло полотно вот с платочными дорожками, поэтому здесь я буду прошивать следующим образом. Вставлять иголку поочередно. Сначала с одной стороны, затем с другой стороны. Я буду справа налево в первую петлю от платочной дорожки. Сначала, вот как я сказала, с одной, затем с другой стороны. Вторая платочная дорожка здесь и вторая платочная дорожка с другой стороны. Итак, смотрите, здесь у меня осталось прошить небольшой участок, то есть вот буквально 5 платочных дорожек, так, лицевая сторона. И теперь вот этот кончик и кромочные вот петли я возьму, нанизываю на иглу вот таким вот образом, и потом возьму этот кончик, стяну для того, чтобы вот здесь в этом месте угол пятки сильно не топорщился, то есть чтобы это было более плавно и красиво. При этом основной шов здесь мы не перетягиваем, то есть у нас все здесь должно быть эластично. Далее вот буквально несколькими стежками я еще прошью вот этот наш край. И далее иголку ввожу в изнаночную сторону. После чего вот здесь ниточку я обрезаю. В конце мы спрячем этот кончик. Теперь смотрите, вот нить контрастного цвета еще у меня в принципе достаточной длины для того, чтобы сейчас оформить переднюю часть или вот мысок у наших слитков. То есть вот мы прошили задний шов, и теперь мы переходим вот к передней части наших слитков. Значит, это у меня идет изнаночная сторона и нить вот нашего контрастного цвета. И теперь кромочные петли, то есть от мятной полосы до мятной полосы я беру и вот таким вот образом нанизываю на иглу. Так, далее нить я вытаскиваю, но не до конца, так как сейчас, смотрите, вот
один край нити и второй край нити. Так, и теперь мы возьмем и вот здесь завяжем узел 1 и сразу же 2 и хорошенечко затягиваем. Далее завяжу второй узелок. Вот этот кончик, где нет иглы, я кладу вовнутрь, а вот этот кончик, где у нас игла, я вот здесь буквально несколькими стежками еще прошью вот этих 2 темных контрастных края до мятного цвета. То есть вот буквально здесь, здесь и далее нить вывожу в изнаночную сторону. Нить мятного цвета я одела в иголку с большим ушком, и теперь вот сюда в центр с изнанки на лицо я вывожу иглу. То есть вот таким вот образом. Кончик до конца не вытаскиваю, кладу вот вовнутрь. И теперь мы будем сшивать вот этот участок мятного цвета. Точно таким же образом, как мы прошивали и на пятки. То есть вставлять не в кромочную петлю, а вот здесь в первые петли после кромочных. Право налево сначала вот с одной стороны. Аккуратненько, и затем с другой стороны также справа налево в первую петлю после кромочной. Лицевая гладь с этой стороны и лицевая гладь вот с этой стороны справа налево. Итак, смотрите, вот я прошила вот этот участок, и теперь мы сразу продолжаем сшивать вот здесь 2 вот эти части наших слитков. С этой стороны, значит, смотрите, я буду прошивать слитки, вставляя иголку также справа налево. То есть вот этот край мы пропускаем и идем вот там, где у нас идет вот здесь наши лицевые петли. Будем вставлять сейчас иглу справа налево в лицевые петли, именно вот за 2 стенки лицевой петли справа налево сначала вот с одной стороны, и затем идем на обратную сторону. Здесь также у нас наша идет лицевая вот гладь, то есть после вот этого края, то есть вот здесь. И вот иголку вставляем за 2 стенки вот лицевой петли справа налево здесь. Дальше опять на эту сторону. То есть вот наша следующая лицевая петля справа налево здесь. И затем смотрим здесь. Вот наша следующая лицевая петля справа налево с этой стороны. То есть таким образом мы сейчас, смотрите, прошиваем вот здесь этот участок. Теперь как же нам понять, сколько вот здесь нам нужно прошить эту часть мыска? Значит, смотрите, вот это отверстие, куда мы вставляем ногу, должно быть где-то примерно около 11 сантиметров, то есть вот это длина. Или можете слитки примерять на ногу и смотреть, насколько вам нужно прошить мысок так, чтобы нога хорошо проходила вот в это отверстие, при этом слитки хорошо держались на ноге и не спадали с пятки. То есть я сейчас буду прошивать вот здесь этот участок так, чтобы вот это отверстие у меня получилось где-то из расчета 11 сантиметров. И вот, друзья, после того, как мы прошили переднюю часть вот нашего мыска, наши слитки полностью готовы. Далее мы слитки должны вывернуть на изнаночную сторону, и все кончики, которые у нас есть, мы должны спрятать по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом. И в итоге вот такая вот красота у нас с вами должна получиться. Смотрятся они очень нарядно, при этом вы видели, вяжутся они очень просто и быстро. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока!